Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре вот такая вот электроакустическая гитара от компании Baton Rouge, модель AR31C ACE. Буквально первое, что я заметил, взяв в руки эту гитару, это то, насколько на ней огромный широченный гриф. Он действительно гораздо шире, чем в среднем на акустике, и как будто бы он намекает тебе, что это практически классическая гитара, на которой стоят металлические струны. Причем ты вот так вот смотришь сверху, а точек нет. Они есть только на 12-м ладу, и думаешь, ну точно, сделали акустическую гитару для тех, кто предпочитает классические и привык к отсутствию точек, но хочет металлические струны, поэтому тут усиленный корпус, ну и вообще все прелести акустических именно гитар с металлическими струнами. Не знаю, насколько это правда и насколько это может быть какое-то случайное отсутствие точек. Тем не менее, на экземпляре у нас на обзоре вот такая вот гитара, и действительно гриф прям он большой. Не то, чтобы прям сверху удобно дотягиваться сверху большим пальцем, но если вы так не играете, наверное, такой широкий гриф даже и удобнее, потому что сложнее задеть пальцем соседнюю струну, когда вы берете аккорд, поэтому в теории, наверное, звучать это все будет чище, однако, если вы привыкли к тоненьким грифам, это не та гитара, здесь он внушительный. Акустически гитара звучит достаточно приятно, она громкая, легко реагирует на смену динамики, то есть тембры довольно интересные, когда меняешь, когда играешь чуть-чуть громче, чуть тише. Она звучит при этом массивно, у нее нет провала по низким частотам, что необычно, но часто встречается на гитарах такой формы. То есть мне гитара акустически очень даже понравилась, а учитывая, что на ней стоят с завода струны эликсир, которые, знаете ли, теперь не то чтобы легко купить и поставить на акустическую гитару, они еще и прослужат долго, и с ними гитара звучит особенно ярко и приятно. Кроме того, как я сказал, гитара электроакустическая, а значит, на ней есть пьезозвукосниматель с предусилителем от Baton Rouge BR2.1P. Кроме обычного пьезозвукоснимателя, вот, который звучит примерно так, здесь есть специальный звукосниматель, который называется TEP. Он установлен под вот этой областью на гитаре, и технически он создан для того, чтобы играть фингерстайл. Давайте послушаем, как он звучит. Действительно звучит, как будто это старый фингерстайл, 30-е годы, радио. На самом деле, я, конечно же, шучу, просто я его выкрутил на полную, и на полную можно услышать, насколько хорошо он ловит перкуссию. Так его, естественно, никто не использует. Здесь есть ручка Blend для того, чтобы подмешивать этот звук, скажем так, немножко к игре на гитаре. Если вы владеете всяким перкуссионным фингерстайлом, то вы, наверное, сможете как-то это комбинировать. В меру сил. То есть вот примерно так можно изобразить перкуссионный фингерстайл. Я не мастак в этом, однако классно, что на этой гитаре есть такая комбинация звукоснимателей. С помощью нее, наверное, даже я бы научился такой фингерстайл играть.
и, наконец, немножко про материалы. Верхняя дека — это массив канадского кедра. Он обычно дает бархатные низы, и на этой гитаре это прекрасно слышно. Задняя дека обичайки — это волнистый окуме. Вот такой необычный и довольно симпатичный материал. Гриф сделан из красного дерева, накладка и подставка выполнены из аванкола. Вот такой вот у нас на обзоре побывал необычный Baton Rouge с интересным звукоснимателем и очень широким грифом без точек. Как вам по звуку эта гитара? Лично мне кажется, она довольно интересная. Оставьте нам комментарии внизу по этому поводу. И, конечно же, подпишитесь на наш канал, нажмите там лайки, колокольчики. Ну вот это вот все вы сами знаете. До новых встреч! Подожди, а мы уже пишем или как? Да, конечно. Мы писали? Я писал. А, да? А ты писал? А я просто... Ладно, окей. Давай. Хороший ход. И сейчас ты пишешь, или что ты делаешь? Да, я впишу. А, все, хорошо. Окей, все, пишем, чисто.